Всем привет! Сегодня мы выезжаем на море в Синауквиль. Большой семейный выезд. Едем вот на этом автобусе. Соседи уток, что ли, купили. Хотел обязательно уток заснять. Так, а я, кстати, купил новую GoPro 10. Даже интересно, как получится съемка. Здесь какая-то съемка, написано кино. Даже интересно, как будет снимать на новую камеру. А будем сейчас снимать с двух сторон. Редбульчик с утра бахнуть. Ну все, мы поехали. Всем семейством выдвигаемся. Вообще ехать примерно около 5 часов. Потому что пока дорога скоростная еще не сделана, мы едем по очень загруженной дороге. И средняя скорость максимум километров 50 будет получаться, это максимум. Это одна дорога на юг идет, от Пномпеня туда. Получается 214 километров. Там же и порт, все контейнерные перевозки с этого порта идут. И то, что сюда приходит, в Камбоджу, и то, что, соответственно, из Камбоджи импортируется, на экспорт, точнее, идет очень много товара. Поэтому трасса загружена. Вот, может, небольшой участок есть, где она не загружена. А так, мотоциклисты, машины, контейнеров очень много идет. Вот сейчас, короче, такая история была у этого нашего водителя. Не работала, получается, не закрывалась эта штука, пришлось купить скотч, чтобы мне тут это не сдуло. Находчивость проявили. Загрузка большая, но трассу обещают сделать уже где-то месяца через 3, через 4, которые, точнее, не сделать, а открыть, что ее делают. Хайвей большой. И тогда дорога будет занимать не больше 2 часов. А сейчас просто она не справляется. Абсолютно. И вот дорога проходит через населенные пункты, и здесь вот как-то вот так все. Не просто плотно, а через край все плотно. И ждем открытия новой трассы. А когда она откроется, я обязательно по ней проедусь и покажу вам, какая там дорога. Ну вот, допустим, сейчас они на Компот сделали уже. В Компот я скоро поеду на мотике и вам покажу. Вот там нормальная дорога. 4 полосы, и нет вот такого вот, то, что происходит здесь. Пока, конечно, с дорогой на Синауквиль достаточно тяжело. Но поверьте, Синауквиль классное место. Оно того стоит. Тем более после преображений, которые вы сегодня увидите, я вам покажу. Так, заправляется наш мигрик. Дизель. Получается, дизель здесь стоит 63 рубля. Так, сейчас посмотрю, сколько нам еще ехать. Немного утомительная такая, конечно, дорога. 183 километра. 3:20 показывает. Так. Ну, движения по этой дороге нет. Но вот видите, вот как тут двигаться. Плюс еще фуры. Все на этой трассе перегруженной. Как правило, если это не сетевая заправка, а обычная, то
хозяева прям здесь вот и живут. Все мелкий бизнес. Прям у них здесь и магазинчик свой сразу, и дом у них здесь свой. Вот такой мелкий бизнес. Смотрите, какая получается по обочинам земля. Она такого красноватого цвета. Вот мне вот здесь это нравится, что вот она такого цвета. Интересная. Очень много железа в почве. А вообще здесь вот из-за этого железа и этих всех минералов здесь есть провинция Кампот. Я туда поеду на мотоцикле. Один буду вам ее показывать. Произрастает кампотский перец. Про него это отдельная история. Это самый вкусный перец вообще в мире, я считаю. И он имеет действительно очень большую популярность. Все, кто его попробовал первый раз, кого я угощал, даже ребята сначала так скептически, а потом все говорили: ну слушай, это вообще плохо. Но опять же, как бы я со своей точки зрения говорю, что он лучший. Но пользуется очень большой популярностью. В мире он это общепринятый, общеизвестный. Так, ну а мы продолжаем свой путь в Сен-Луквиль. Нам осталось около 3 часов. Сейчас мы остановились в одном месте. Получается, вот у них здесь святое место. Несколько храмов стоит. Буддийских здесь небольших. Вот они здесь останавливаются часто помолиться. Если кто не знает, в Камбодже основная религия — это буддизм. Сейчас засниму здесь чуть-чуть. Тут организованная тут полиция, парковку организует и так далее. По легенде тут какое-то место, вот я точно эту легенду не помню, но вот что-то тут мы же находимся на такой возвышенности, типа на горе, и вот здесь вот какое-то чудо произошло. Вот, какое-то чудо здесь было. И поэтому здесь вот несколько таких храмов. Так, вот наш водитель сказал, что здесь вкусно кормят. Посмотрим. Явно, что недорого точно. Супы какие-то. Что, вкусно? Очень вкусно. Да? Точно? А что тут есть? Лягушки? Лягушки. Кстати, выглядит очень аппетитно. Достаточно простое место, достаточно простое. Выглядит очень аппетитно. Суп такой с рыбой. Отобедаем вот в этой закусочной. Здесь дальнобойщики вот остановились, не то что-то обедают. Уже ландшафт поменялся, вот там большой национальный парк Бакор. Большое плато, там 1000 метров над уровнем моря. Там вот одни джунгли кругом. Очень интересно. Вот такое вот заведение, где мы будем обедать. Как всегда, есть перец. Перец — это составляющая. Значит, суп с рыбой,
суп с другой рыбой, лягушки и мясо. И какое-то мясо. И, короче, рис всем. Мне будет интересно, какой будет счет. Даже. А вот у нас получается. И вот там тоже же наш стол еще. У нас тут целая банда. А вот. И еще вот такие вот. А, вот эти вот цветочки, ребята, вот эти цветочки вообще классные, я тогда пробовал. Плюс еще лотос. Этот лотос я обязательно буду пробовать. Моя жена любительница перца. Сейчас себе намутила тут соус. Получается, она кладет рыбный соус сюда. Рыбный соус, вот этот перец еще. Тимурик, как дела? Умотался. Вот так, ребят. Ну, неплохо. Я вот себе тут положу. Мне кажется, лягушки должны быть классные. Так, ну я вот себе тут всего положил. И лягушек, и рыбу. Рыба вообще отличная, она такая вот озерная, такая мягкая-мягкая. С костями, правда. Но ничего, ну вкусная. Это лягушечка. Чуть-чуть островатая лягушка. Ну, тоже класс. Ну, вот эти цветочки желтые, вы их уже видели раз. А я, кстати, вот это первый раз вообще их ем. Лотос. Это тоже рыба, но в каком-то другом заливе. О. Улитки. О, улиточки вот так достаются. Опа. Ну, у этих улиток мне не особо что-то соус понравился. Так я улитки люблю. Улитки везде в Азии. Ну, в Южной, скажем так. Азия везде есть. Рыба классная, вот рыба больше всего понравилась. А, вот еще мясо. Говядина. Рыба вот эта вот, она хорошая, она по вкусу, вот она такая же, не совсем жирная, она немножко на сома похожа, но не как сом. Сом очень жирный. А это вот такая, что-то среднее. Нежная-нежная. Просто классно. Вот эта рыба. Очень вкусная. Ребята, ну вот пообедали мы, получается, $22 мы отдали, а нас, получается, 10 человек. Это рис, это блюдо, вот, это водичка. Что-то там, по-моему, все, больше ничего не заказывали. Ну вот, на 10 человек $22. Просто кто-то говорил, там, снимите что подешевле. Вот дешевое место, там, где дальнобойщики. Вот дальнобойщики. И наш водила предложил здесь остановиться покушать. Очень дешево. На самом деле, кстати, вообще неплохо. Неплохо. Вкусная рыба была. Мне понравилось. И видно, что еда как бы не стояла на месте, потому что если здесь что-то долго стоит, то тут можно как бы и травануться, на самом деле. Так что место такое хорошее. Вот такие цены тут тоже есть. Ну вот мы уже подъезжаем. Тут буквально практически от аэропорта вот такая уже дорога в сторону Синоквиля. Она специально ее, получается, сделали в обход той дороги, которая идет в порт.
Здесь, как видите, кто здесь был в Синопеле, вообще практически машин сейчас нет. Вообще, но она новая. И она идет сразу на Одрос 3, Одрос 2, вот в эту сторону. Ну вот уже и море видно. По новой дороге мы заезжаем. А вот и Одрос 3. Или Одрос 2 получается. Здесь вот мы тут в свое время катались на мотах, тут вообще все изменилось, конечно. Проложили тут большую дорогу. Чуть-чуть волнения на море. Да, все очень сильно дорога изменилась. Здесь же раньше были кафешки, вот здесь вдоль берега все, вообще ничего нет. Трон. Это я вам говорю, водитель трон по-камбоджийски, это прямо. А вон, смотрите, какие большие здания, это Чайнатаун. Здесь место это называется. Тут вообще огромные комплексы жилые. Ну, все сильно поменялось. Я еще сделаю обзорную прогулку по Синоуквилю. Сяду на мотик и покатаюсь по нему, вообще все посмотрю. Ну вот огромная стройка везде, смотрите, тут все застраивается. Но сделали дорогу, это самое главное. И вот он пляж. Очень круто все благоустроили. Вот вся пляжная линия благоустроена очень круто и красиво. Раньше, конечно, тут был вообще полный бардак и хаос. А вот он тут Чайнатаун. Скоро вот это все сдастся. Туристов тут будет вообще много. Да, конечно, был Синоуквиль. Вот там город уже видно, тоже весь застроен высотками. Кто, конечно, знает, как тут раньше было. Тут раньше было вообще ни дорог, ничего. Деревня. Сейчас вот. Все благоустроили. Друзья, ну мы, получается, доехали. Вот наш отель. Сейчас я вам покажу там внутри его небольшой обзор. Да, здесь, конечно, все поменялось. Погода пока, скажем так, не совсем солнечная, но зато не очень жарко. Очень круто все облагородили. А пойдемте покажу вам сейчас отель. Как всегда, зеленая территория. Красивая, такие пальмы. Здесь. Там у нас ресторан. Там завтрак. Басик. Я жил в этом отеле несколько лет назад, я помню. Просто сейчас начинаю вспоминать. Каких-то у них тех, по-моему, номеров. Есть ресторан. Территория красивая, ухоженная. Ну, рейтинги хорошие у этого отеля. Как дела? Так, вот такие у нас номера здесь. Сейчас попробую включить свет, чтобы было видно все. Вот такой номер. Бунгало отдельное. Так, здесь получается туалет. Что-то свет не вижу, как здесь включать. Так, не вижу, где включать свет в туалете. Шкафчик. Окна такие в пол. Так, вот. Туалет еще вам заснял. Ну, вот такой туалет, значит. Так что такой номер. Значит, такой номер стоит $40 в сутки. Сейчас мы тут разберемся и потом пойдем в море. Хочу искупаться. Водичка тут, как всегда, теплая круглый год. Сейчас пойдем купаться, Тимурыч. Так, тут еще, кстати, вот есть мини-бар.
Ну, вполне адекватные цены вообще. По баксу, пиво по доллару. Барчик, красное пивко и напитки. Ага, куда побежал? Ага, вставай. Ну, месторасположение отеля, конечно, бомба. Вот. Пляж, отрыс. Правда, дождик идет. Вот там Синоквиль. С его башни уже виден. И вот такая погода у нас тут. Теплая-теплая водичка. Тимурик сначала плакал, боялся заходить. Просто еще дождь шел. Пошли в воду. Пойдем. Стоп, стоп, стоп. Куда пошел? Ты, походу, уже начинаешь мерзнуть, парень. Садись в воду, вода теплая. Там вдали не видно, там острова Кохрон. Все, замерз? Сейчас мать придет, тебя спускать забирает. Супер, вода, класс. Теплая, градусов 26, 27. Она тут всегда в одной паре. Куда попер? Солнце, солнце, ребята, нужно солнце. Я завтра здесь засниму. Солнцем здесь вообще бомбически красиво. А вообще вот тут раньше вот такая большая была прям длинная пляжная линия. Вот прям были здесь везде рестики, 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 рестики. И гестхаусы. Но все снесли. И, получается, поставили дорогу. Ну, дорога это круто, потому что вот с ней, конечно, вид тут вообще другой. Забираемся в воду. Сейчас, Тимур, я вернусь. Здесь такое песчаное дно. И надолго-надолго, прям можно долго-долго заходить. Прям глубина небольшая. Ну, в общем-то, море чистое. Конечно, иногда попадается какой-то мусор. А так, прям чисто все. Лупанул мощнейший дождь. Эх, супер. Такая погода тоже хороша в Азии. Теплый дождь. Зачетный дождь. Просто зачетный дождик. В это время супер купаться. Вода просто теплое молоко, вообще парной дождь.
прям такой прохладный, чувствуется, водичка вообще холодная. Но это тропики, ребята, тропики. Супер. Бомба! Ну что может быть такое? Тропический дождь, тропический бассейн, тропический гром. В бассейне вода прям теплая-теплая. А дождь чувствуется такой прям прохладненький. Класс вообще. Ну не все же солнце, да? Я очень люблю такую погоду. Так, ну мы едем поужинать. Конечно, Синауквиль очень сильно изменился. Везде отличные дороги. Конечно же, еще везде продолжается стройка. Стройка везде вообще тоже, да? Но раньше тут не было дорог, сейчас дороги везде. А и отличные дороги, просто отличные. Новые. Светофоры висят. Это пляж Ачучель. Он прям в центре. Тут тоже, кстати, много чего преобразилось. Он получается в самом центре Синауквиля. Вон там, если вы видите, пошел паром на острова. Острова вот там. Ой, раньше, конечно, тут все было по-другому, но сейчас вот такие сделали, такие культурные такие ресторанчики, кафешки. Всякие, очень много китайских прям иероглифы висят. И музыка играет китайская. Мы сейчас будем искать место, где приземлимся. Так, Отрыс там, наш отель там, с той стороны. Почему мы там поселились на Отрысе? Потому что там лучше, чище море. Здесь погрязнее. Вот. Идет дождь. Так, сейчас будем уже садиться. У нас тут большая банда. Так, мы, короче, тут разместились. А тут еще такая фишка есть. Сейчас я вам покажу. Это жарят осьминогов и кальмарчиков вот здесь. Вот мы заказали, вот этих нам тоже поджарят. Вот так вот. Вот это вообще класс. Вот это вкуснейшая история. Нереально вкусно получается. Соус дают. Все остальное. Тут, конечно, у них есть еще и сушеные, они тоже сушеные поджаривают, но вот эти вот вообще суперская. Суперская штучка. Такие бабушки с такими тазиками с углем. Фруктики продают. Парень что-то продает тоже. Вечерело. Вечерело, ну а мы ждем. Мы ждем ужина. Конечно, все тут преобразилось. Кстати, что-то там не смогли сесть в одном месте, они там что-то начали тупить. Нас просто много, что-то там $15 туда-сюда, там что-то вы там туда должны заплатить, не перезаплатить. Я говорю, слушай, да пошли в любое другое место сядем, где нету тупаков. Вот знаете, вот когда все-таки вопрос касается, если персонал тупит, да, вот босс бы был бы, там пустой ресторан, типа, вам нужно что-то $15 заплатить за каждый стол, у вас типа тут 3 стола, там, вы по-любому должны минимум столько-то заплатить. Я говорю, слушай, да может, мы-то как бы, может, и проедим эти деньги, но просто когда вы начинаете какие-то условия там свои ставить, да до свидания, я пойду в любое другое место, сяду и все, зачем мне что-то рассказывать? Свободно сели вот в этот рестик, такая же еда, она, кстати, везде у них тут у всех одинаковая. Нам тут уже начали приносить. Это что такое, том-ям, да? Да, том-ям. Том-ям. Вот нам пожарили кальмарчиков, классных молодых кальмаров. Это еще один кальмар. Там под перца вообще бомбическое блюдо. Вот еще кальмары.
Сидим на пляже. Мурика бабушка носит. Вот это, ребята, это фишка Симоквиля. Вот эти. Вот эти осьминоги и кальмарчики. Свежайшие, зажаренные на углях. Это просто огонь. Также вот том-ям здесь у меня. Но он без кокосового молока. Попробую тоже. Отличный. Они, кстати, камбоджийцы и тайцы все время спорят, чей том-ям. Он и камбоджийцев, и тайцев тоже. Потому что камбоджийцы все время говорят, что это наш том-ям тоже. Вот еще одно блюдо принесли, смотрите. Это получается краб с лапшой с рисовой. Местный краб. Все, вот такой у нас сегодня ужин. И еще там что-то должны принести. Ну, все нереально вкусно. Вы не подумайте, что я говорю, что все только вкусно здесь. Действительно вкусно. Хороший рестик, кстати. На берегу пляжа отвечает. Да? Да, вот поближе покажу вот это вкуснейшее блюдо. Это получается лапша обжаренная рисовая и краб тоже обжаренный. Также везде там используется компотский перец. Вкуснейшая штука. Вот. Это местная такая вот еда. Вот еще особенности национальной такой пищи. Это вот они такие креветки у них здесь. И вот эта креветочка, она так берется, такой соус, макается. Очень это вкусно. Сырая креветка. Острейший соус. Сейчас будем ее кушать. Ну, сырая креветка. Сырая, но вкусная. Конечно, здесь туристов европейской внешности практически нету сейчас. Ну, только-только открылась Камбоджа. Вот. Так, тут большая набережная в Симоквиле на Чучеле. Раньше тут было очень много кафешек таких, очень много молодежного было движения. Сегодня просто еще понедельник, поэтому явно людей нет. Потому что местные приезжают еще на выходные. Чуть-чуть прогуляюсь по набережной, пока там все сидят еще в ресторане. Большая линия ресторанов. В основном китайцы сейчас из иностранцев. Массажи вот делают, женщины ходят. Так, ну что-то пошел дождь. Дождь не в тему. Так, сколько получилось? Так, $54. 10 человек, $54, ребят. Да, еще и кальмарчики вот эти были, еще 10. $64 получился ужин вот здесь вот на берегу моря. Ну, правда, без алкоголя. Там кола и водичка. Кто что хотел. Так что вот такая цена здесь на берегу моря. У нас было, получается, там 7 блюд или даже 8. Вот. Такие тут цены. Я считаю, что это очень даже недорого. Все, друзья, на Чили, в отеле. Идет дождь на улице. Ну, может быть, не совсем повезло с погодой, что нет возможности сейчас погулять. Завтра я планирую взять мотороллер. Но пока мне что-то на ресепшене сказали, что его здесь нет, что что-то с прокатом сейчас как-то не очень, непонятно. Ну, может, потому что туристов нету, может, никто прокатом-то и не занимается.
мотобат хочу этот взять. У какого-то тут охранника можно будет с ним договориться, чтобы он мне дал. И я хочу поставить на грудь сюда камеру и сделать вообще обзор Кусиноуквилля, проехать. Потому что, я думаю, тем, кто здесь был до этого, и те, кто видел, какой здесь был трэш, полный трэш, я думаю, тем будет посмотреть интересно. Ну и тем, кто вообще здесь ни разу не был, будет посмотреть интересно. Город очень сильно преобразился. Очень. Просто сейчас было ночью, мы тут на машине ездили, я не стал снимать, потому что плюс еще идет дождь. Ничего рта не видать нормально. Го. Все. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайк. И делайте какие-нибудь комментарии. Чем больше вы делаете комментарии, тем больше мотивации у меня есть делать новое видео. Всем пока. Я пойду посмотрю, что делают наши все ребята. Что они делают? Они что делают? Они играют в картишки. Картишки. Давай его. Валет. Валет. Вот так нормально разместились. Вальтом бей, вальтом.